В 2003 году компания Sony Ericsson представила линейку телефонов-раскладушек с индексом Z, отличавшихся ярким исполнением. Через пару лет компания объединила наиболее удачные дизайнерские решения из первых моделей в бюджетном устройстве, ориентированном на женскую аудиторию – Sony Ericsson Z300. На момент появления в продаже стоимость этого телефона в России составляла чуть более 4000 рублей. Он выпускался в двух цветах – в пурпурном и в гранитном сером, но в продаже были сменные панели и других цветов. Устройство имеет телефонную книгу на 250 номеров, 32-колосную полифонию, возможность отправки ММС-сообщений, поддержку GPRS 8 класса и около 650 килобайт встроенной памяти. Высота телефона 8,5 см, ширина 4,5 см, вес 91 грамм, толщина устройства чуть более 2 см. Устройство имеет два дисплея, внешний монохромный, его разрешение 64 на 64 пикселя. Основной дисплей выполнен по технологии STN, он отображает до 65 тысяч цветов и имеет разрешение 128 на 128 точек. Заявленное время работы от аккумулятора на 670 мАч около 8 суток в режиме ожидания и 4,5 часов в режиме разговора. Разъем для зарядки располагается снизу. На левом торце кнопки регулировки громкости, между которыми находится индикатор заряда батареи. Сверху отверстие для ремешка. В передней панели с двух сторон есть выемки для быстрой смены корпуса. Корпус можно было кастомизировать с помощью стразов, шедших в комплекте с телефоном. Внешний дисплей телефона такой же, как у предыдущей модели Z200. На нем могут отображаться один из двух циферблатов часов, они переключаются между собой кнопками громкости, уведомления о входящих и пропущенных вызовах, о новых сообщениях, событиях календаря или сигнале будильника. Информация о состоянии заряда, а также отсчет времени таймера. Когда телефон открыт, изображение на внешнем дисплее исчезает, но его подсветка не гаснет. Открытый телефон на любой ровной поверхности всегда перекатывается на верхнюю часть корпуса из-за конструкции задней панели. Дизайн клавиатуры более строгий, чем у Z200, и скорее напоминает клавиатуру старшей модели Z600. Но назначение основных клавиш все же остается характерным для более простых телефонов Sony Ericsson того периода. То есть Z300 имеет отдельные кнопки для подтверждения и отмены действий, одну функциональную клавишу и кнопку очистки. Для перехода в главное меню используется центральная клавиша навигации. Такая клавиатура позволяет использовать телефон без дополнительных подсказок на экране. Подсветка клавиш оранжевого цвета распространяется только на цифровую клавиатуру, а под ней находится кнопка включения устройства. Пользовательский интерфейс, как и назначение клавиш, тоже был позаимствован у модели Z200 и соответствовал ранним телефонам бюджетной линейки J. Все они, включая Z300, были спроектированы и собраны тайваньской компанией Arima, которая в 2018 году производила небезызвестный Яндекс.Телефон. Меню устройства выполнено в виде сетки из 9 иконок, без каких-либо визуальных эффектов. Интерфейс телефона в целом имеет малое количество анимированных объектов. Справочник устройства имеет один существенный недостаток. При выборе русской раскладки в строке ввода имени контакта ограничение составляет всего лишь 7 символов, что вызвало большой поток жалоб пользователей. Отдельная кириллическая раскладка позволяет ввести до 8 символов, а английская – до 16. К любому контакту через отдельное меню можно добавить изображение или персональный сигнал вызова. Мелодия может быть установлена в том числе для номера, которого нет в телефонной книге. Если же он есть, то номер все равно следует запоминать, так как выбрать контакт из сохраненного списка не получится. Отдельный справочник существует и для адресов электронной почты. Еще контакты можно отсортировать по группам, но никакого практического смысла это не имеет. Журнал звонков находится в разделе «Информация о вызовах», откуда также осуществляется контроль за длительностью и стоимостью разговоров и включается переадресация.
Инструмент для набора SMS-сообщений поддерживает оба способа ввода – побуквенный и режим T9. Для использования словаря необходимо убедиться, что данный способ ввода включен в основных настройках телефона. Тогда переключаться между режимами можно будет в меню функций при написании сообщения. В обратном случае этот пункт будет недоступен. В словаре сохранены некоторые текстовые смайлы, которые при вводе становятся графическими. Помимо них, к сообщению можно прикрепить и стандартные анимированные смайлики, состоящие из большого количества спрайтов, что несколько контрастирует с преимущественно статичным интерфейсом телефона. Монохромные картинки, простенькие мелодии и стандартные аудиоклипы также доступны к отправке. Телефон поддерживает и мультимедийные сообщения. На первой странице отображается список возможных опций, включающих как добавление текста, файлов и новых страниц, так и регулировку параметров слайда. Экран предпросмотра открывается после добавления любого материала, а внизу располагаются кнопки для просмотра готового слайда с добавленной музыкой, просмотра всех страниц и для отправки сообщения. Раздел «Развлечения» встречает пользователей папкой с 3 играми, созданными на платформе MoFun. Black Deal – это разновидность карточной игры Blackjack. Сперва нужно сделать ставку от 5 до 100 единиц и сдать карты, каждая из которых соответствует определенному количеству очков. Требуется подобраться к отметке в 21 очко ближе, чем противник, при необходимости добирая карты, но не переступить ее. Мини-гольф – это симулятор одноименной спортивной игры. Принимать в ней участие могут до 4 игроков на одном устройстве. Также доступно 3 уровня сложности для искусственного интеллекта. Сыграть предлагается на стандартном поле из 18 лунок, либо сокращенный вариант из 9 первых или последних лунок. Для совершения удара требуется выбрать его силу и ускорение, а также направление полета мяча. Выигрывает игрок, прошедший все лунки за наименьшее число ударов. Последняя игра – это платформер Honey Cave 2. В главной роли вооруженный медведь, пробравшийся в пчелиное логово в поисках меда. На протяжении нескольких уровней требуется расчищать себе путь от различных насекомых, запускать движущиеся платформы и подбирать горшочки с медом, а в конце каждого уровня одолеть босса. Для пополнения здоровья персонажа требуется отведать мед из медового водопада. Возможность скачивания других MoFun или Java игр отсутствует. Кроме игр, в этом разделе находятся папки с цветными и монохромными изображениями и 9 аудиоклипами. Встроенные файлы удалить невозможно. Новые картинки и мелодии можно загрузить из интернета. Для этого в телефоне имеется веб-браузер версии 1.2.1. Скачанные файлы попадают в отдельные директории. Ниже располагается папка «Темы», в которой содержатся 4 цветовые схемы с разными обоями экрана для каждого меню. И простенький синтезатор. Он работает следующим образом. Первые 7 клавиш служат для ввода нот. Их высота регулируется кнопкой 0, но до и ре следующей октавы можно прописать 8 и 9. Звездочка нужна для создания паузы, а решетка повышает или понижает ноту на полутон. Темп мелодии не регулируется. Готовую композицию можно установить в качестве мелодии сигнала и отправить SMS-сообщением. Будильник, вынесенный в отдельный раздел, содержит в себе 2 типа сигнала – однократный и повторяющийся в выбранные дни недели. По неизвестной причине на экране выбора нужных дней центральная клавиша дублирует клавишу подтверждения, а отметка ставится кнопкой звездочка, что лишено какой-либо логики. Остальные инструменты находятся в меню Organizer. Среди них есть календарь, при запуске которого, как и в случае отправки ММС, открывается меню функций. Он имеет 3 режима просмотра – по дням, неделям и месяцам. Еще есть отдельная страница с полным списком событий. Для каждого из них можно указать время его начала и окончания и создать напоминание. Встроенный таймер может работать в фоновом режиме и даже отображаться на внешнем дисплее. Секундомер же сразу сбрасывается при закрытии телефона. Тем не менее, он поддерживает отсчет кругов нажатием кнопки «Звездочка». Общее время в момент отсчета не фиксируется на экране, как это было в последующих телефонах компании, но его можно увидеть при выборе нужного круга. Отметить можно до 9 кругов. Все доступные функции калькулятора отражены в нижней части экрана. Только выставление отрицательных чисел скрывается за функциональной клавишей. Удобно, что после выбора любой операции кнопка «Равно» выделяется автоматически.
В разделе «Параметры» можно выбрать мелодию сигнала вызова, СМС и будильника и отрегулировать их громкость. Включить звук клавиш и вибросигнал. Установить фоновое изображение, настроить контрастность экрана и подсветку. В автоматическом режиме подсветка отключается секунд через 15, а в другом доступном режиме она не отключается совсем. Еще здесь осуществляется настройка даты и времени, языка, блокировки телефона и работы с внешними аудиоустройствами. Доступен широкий выбор профилей с тонкой настройкой. Есть возможность установки на клавиши навигации быстрого доступа к избранным функциям с главного экрана устройства. В меню для этого отведен целый раздел. Sony Ericsson Z300 был одним из самых дорогих телефонов в своем классе. При этом, в отличие от своего предшественника Z200, а также простейших моделей серии J, в нем нет инфракрасного порта, хоть и появилась поддержка MMS взамен. А вообще за эти деньги можно было подобрать гораздо более продвинутый телефон, даже среди других моделей Sony Ericsson. К примеру, K300. В нем была камера, инфракрасный порт, поддержка MP3 и Java. Если же основным критерием при выборе телефона являлся складной корпус, то это мог быть Samsung X460 с более качественным основным дисплеем, удобной телефонной книгой и поддержкой мобильных приложений. Тем не менее, Sony Ericsson Z300 имел привлекательный дизайн, что положительно повлияло на его продажи. Но несмотря на это, компания с тех пор больше не выпускала раскладушек в бюджетном сегменте.